При воспроизведении музыки огромные диоды наушников поочередно мигают. При настройке, в тот момент, когда программа по настройке предложила мне сфоткать свои уши с наушниками, я вспомнил AirPods-овскую фишку, когда их программа оценивала положение наушников в ухе без фотографии. Но мне кажется, Sony просто с такими габаритами хочет собрать фотографии типичного пользователя, готового это дело продолжать приобретать, когда их обновят. А если честно, все намного проще. Фотки нужны для адаптации звука в двух платных стриминговых сервисах Sony. Вдруг Sony не хватит тех $200, что вы заплатили, а здесь еще стабильная прибыль дополнительно каждый месяц. В других условиях, как я понимаю, настройка наушников под ваши уши через фото не работает. И наушники правда на полбашки. Хоть и звук хорош, но он однозначно не аудиофильский. Благо у меня хватает знакомых фанатиков. Забудем о шапках, с которыми надевать это чудо как минимум мазохизм. Отсутствие влагозащиты ее здесь нет вообще. Хотя как блогеру, которому есть из каких затычек выбирать для повседнева, я бы мог потопить их для вас для красоты в ролике. Забудем о кейсе размером с портсигар, цыганской расцветки с корявым ПО, отвалами со всеми телефонами у меня при прогулке по мегаполису. И да, тестировал я их с телефонами 11 Pro Max, ремарка Sony 100% не для iPhone, OnePlus 7T Pro и Vivo Nex 3. Просто насладимся крупной надписью Sony на огромных затычках. И не смейте мне сейчас напихивать дизов. Выдохните, посмотрите на свои накладные неполноразмерные наушники, потом на экран с линейкой и поймите, что пусть Sony пошла немного дальше, чем звук гарнитуры, но это не дает ей права медленно, но верно превращать вашу голову в сотовую вышку. А прошумодав сходу, даже Redmi AirDots при достойных амбушюрах и наличии приличной громкости обеспечит вам не меньший вакуум в метро. И конечно, никаких здесь кодеков aptX и LDAC. Вот теперь моя совесть чиста, можно начинать обзор. Уши понравились. Tube 514, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только стремительные обзоры без лютого хронометража, а как у короткометражек и длинные стримы с ответами на все ваши вопросы. А еще ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band'ов 4 серии, условия просты: лайк, подписка и комментарий к любому видео. И теперь тезисно о беспроводных наушниках Sony WF-1000XM3. Пакинг. Ну вы заметили эту шикарнейшую упаковку, это вам не яблочный минимализм. В комплекте кабель зарядки Type-C, функции беспроводной зарядки в боксе нет, бокс для зарядки наушника, который вместе с ушами весит 91 грамм. Море максимально понятных инструкций и 7 пар амбушюр, включая 3 пары пенных. Выглядит все максимально дорого-богато. Как вы видите в бумажках, просто исчерпывающая информация. Сразу по боксу, габариты даже озвучивать не буду. У кого слабые нервы, просто отвернитесь, пока я линейкой показываю, насколько бокс огромный. Корпус кейса выполнен из качественного пластика с покрытием Soft Touch. На лицевой части видимый индикатор, показывающий текущий уровень зарядки. Там же NFC для ускорения подключения к источнику. Сразу, мультиподключения здесь нет, а переподключение осуществляется через жуткие костыли. Вам нужно на 7 секунд удерживать сенсоры, чтобы ушки вышли в режим сопряжения, и только потом искать их на другом устройстве. То еще я вам скажу удовольствие, учитывая, как эти уши распределяют нагрузку при нажатии. Хотя народ и к бронешлемам с полной разгрузкой за 3 месяца привыкает. А здесь всего 2 антенны. Чехол может 3 раза полностью перезарядить ваши наушники. И хороший плюс — это относительно быстрая зарядка. 10 минут в кейсе дают вам 90 минут звучания. Им бы, правда, в OnePlus позвонить, спросить, как они в свои уши Bullets 2 за 10 минут зарядки 10 часов прослушивания заливают. Но не будем о грустном. Что есть, то есть. И AirPods Pro, если на то пошло, также могут 3 раза зарядить свои ушки из бокса полностью. А еще обладают беспроводной зарядкой, которой в Соньках, кстати, нет. И кейс у прошек весит всего 46 граммов, не говоря о габаритах. До наушников Sony я думал, что он огромный. Теперь так не думаю. Далее, программное обеспечение. Достали наушники, скачали программу, подключили наушники, приготовились к настройке и обновлениям. Это дело, конечно, вас увлечет. Но когда вы поймете, что все эти танцы с бубном созданы только для того, чтобы отвлечь ваше внимание от главного, вы будете разочарованы. Когда AirPods программно проверяет прилегание ваших ушей в ухе, это хотя бы безвозмездно. Sony анализирует ваши уши только для того, чтобы потом продать подписку из 2 платных сервисов, которые могут адаптировать звучание под вашу физиологию. А вы думали, это все входит в стоимость ваших ушей и будет работать везде? Не-а, так не получится. В программе у Sonic можно настраивать шумодав, менять назначение кнопок, выбирать язык, на котором ушки будут говорить, обновлять прошивку, проигрывать музыку и до упора настраивать под себя эквалайзер. Конечно, в программе можно посмотреть
заряд наушников и прочитать учебное пособие по ним. Но вообще я бы сказал, что это все для того, чтобы отвлечь ваше внимание от самих ушей. Уши 32 мм в длину, 18 мм в ширину и 25 мм в высоту. И каждое ухо весит 8,3 грамма. Прямо рекордсмены они у меня. Я думал, что таких больших ушей, как у Хавита, не бывает, но нет, Соньки смогли. И лично меня пугает, что я к ним привык за 3 дня, при том, что удобными их не назвать. Все эти 3 точки крепления в ушной раковине по факту только в рекламе. И да, возможно, привыкание пришло так быстро от того, что на них надпись Sony, и мне глубоко наплевать, как именно я выгляжу. Главное, смог их в ухо запихать. В защиту своей теории, что эти наушники огромные не только для меня, всех суперобзорщиков, которые я за время того, как я выбирал эту покупку в интернете, я видел в Ютьюбе, я ни разу не видел в Инстаграме с этими ушами. Они благополучно про них забыли сразу после того, как взяли их на обзор. Да и на улице живых людей в них в Петербурге я не встречал. Наверное, в этих наушниках все прячутся в машинах. А блогеры-обзорщики продолжают подло пихать себе в уши с их слов ужасного звучания AirPods. Вот такие вот они мазохисты. Я думаю, вы догадались почему. По автономности. С шумодавом Соньки работают почти 4,5 часа. У некоторых даже 5, но на 100% громкости. Звук описывать в этом состоянии смысла нет. Он искажен, но слушать можно. Притом даже получать удовольствие. Шумодав не идеален даже в метро на 100% громкости, метро будет немного слышно. При деактивированном шумодаве наушники живут на 100% громкости около 6 часов. И чтобы вы сразу понимали, ее запаса здесь нет. Притом звучат наушники громко, но не кровь из ушей, как мы привыкли, допустим, в тех же Funkel i. Кодеки только AAC и SBC. В этот момент хочется сказать и занавес, конец обзора. Но ушки играют хорошо. Если вы не аудиофил, вам понравится на 100%. И объективно это лучшие затычки, что я слушал для андроида. Из откровенных недостатков это стабильность работы ушей на уровне не лучше китайских со всеми моими девайсами. Очень много они ловят помех, но в то же время не отваливаются. Датчик приближения иногда глючит, при том, что окружающие будут 100% слышать, что именно играет в ваших ушах на более чем 80% громкости. По звуку уши дают больше, чем должно быть в ширину и глубину. Ушки как будто рассаживают оркестр из оркестровой ямы по всему полю. Да и виолончель в них с легкостью станет у вас контрабасом. Мечта фаната попсы и электроники пойдет в них и легкий металл. Никакого микроконтраста, конечно же, нет. Аудиофилам тоже, конечно, нет. Средние частоты хороши, но хочется здесь больше эмоций. Идеально все сделано по мне для вокала. И даже плохая запись звучать будет в этих наушниках хорошо. Они ее вам дорисуют. А в AirPods Pro все играет просто ровно. Вставил, включил музыку и думать не нужно. Кому плюс, кому нет. Но с iOS-системами предпочтение по звучанию я бы отдал однозначно прошкам, еще и учитывая их стабильность. Слишком много Соньки ловят помех. По микрофонам они хорошие. И пример записи вы сейчас услышите. Пример работы микрофона Sony 1000 XM3 рядом с дорогой, немного машин, минимальный ветер. Вот примерно так будут вас слышать товарищи, с кем вы общаетесь по телефону в этих наушниках, если вы будете их использовать в не особо шумной среде, но на улице. Пример работы наушников Sony WF-1000XM3 в помещении. Как вы слышите, в помещении работают хорошо, учитывая, что здесь просто сумасшедшее эхо. Многим собеседникам и обзорщикам кажется, что звук как из бочки. Я это дело хейтить люблю, но большинство, опять же, так же как и я, отмечает, что микрофон даже лучше, чем напрямую с телефона. Мне звучание их микро понравилось. Задержки в играх и на ютьюбе заметные по мне нет. Управление, конечно, сенсорами. Ложные нажатия бывают, но редко. И здесь акцент на их огромные недостатки. Главное, это, конечно же, размер. Не все смогут их себе запихать. Вроде мембраны излучатель всего на 6 мм, но у меня, у нескольких знакомых, просто эти наушники в уши не залезли. Второе весомое — полное отсутствие официальной защиты от воды. И мы, блогеры, конечно, можем потопить их в ванной для вас, а потом выкинуть. Но обычному пользователю полное отсутствие защиты от влаги в затычках ничего хорошего не сулит. А худшие в них — это диоды, которые мигают при работе. И их не заклеить, они огромные. Будете смотреть или слушать что-либо в темноте, проклянете в этих наушниках всех китайских производителей. И это, конечно, не фейл, но ушки
ушки собирают в Малайзии. Стоимость относительно прошек даже демократичная. Я их покупал по ссылке в описании к видео за 12 тысяч рублей, учитывая, что прошки в лучшем случае сейчас можно купить за 15. И продавать Соньки я однозначно не буду. Кстати, напишите, купить еще хвалебные Sennheiser, может быть вторые или нет. Если купить, поделитесь этим видео, это очень сильно мне поможет. Резюмирую, советую. Если вы часто летаете и накладные уши брать не хочется, если у вас прямые руки и вы знаете, что такое Sony, и, конечно, если ваши уши готовы проверить себя на соответствие стандарту от гиганта электроники, да, во всяком случае это точно не масс-маркет. Делитесь роликом, это очень сильно помогает моей мотивации. Если с чем не согласны, пишите в комментариях, обсудим. Напоминаю, мата и хамства на канале нет. Какие следующие топовые наушники, по вашему мнению, мне купить? Пишем в комментах. Подписывайтесь с колокольчиком, девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.